Пишем. Всем привет, меня зовут Роман, я гончар-керамист и основатель студии керамики Момо Поттери. Больше 10 лет я уже занимаюсь керамикой профессионально, и на протяжении всего этого времени основная моя зона интереса была сосредоточена вокруг неглазурированной керамики. Мне, например, всегда нравился ганозис. Это такая паста, которую ты получаешь, если смешаешь правильные пропорции льняное масло, пчелиный воск и сосновую канифоль. Я могу отдельно записать видео на этот счет, как сделать это в домашних условиях просто. И покрывая керамику такой пастой, происходит очень интересный эффект, по крайней мере, с точки зрения тактильности. Керамика становится намного мягче, ощущаться в руках приятнее, теплее. И также это имеет и практическую пользу. Ганозис водоотталкивающий слой создает на поверхности. Он не такой устойчивый, и его, как глазурь, например, его не хватит на года, но на какой-то период использования активного его хватает. Это обычно год-два, в зависимости от интенсивности. Мы также много экспериментировали с разного рода альтернативными обжигами, такими как сагар, раку, ямно-костровый обжиг. И у нас была проблема в том, как сохранить вот эти красивые рисунки, паттерны, получающиеся после такого рода обжигов, и сделать при этом посуду функциональной. Потому что если ты покрываешь такую керамику слоем глазури прозрачной, например, то при обжиге в печи весь этот углерод, все эти рисунки красивые, они исчезают, углерод распадается, и на выходе ты получаешь просто черепок керамики, покрытый прозрачной глазурью. Я активно искал какое-то решение для этого и случайно в интернете нашел студию керамики в Австралии. Она так и называется Made of Australia, это бренд. Я связался с основательницей студии Анной Марией, мы долго переписывались, консультировались по поводу обжигов, по поводу применения и так далее и тому подобное. И она также производила жидкий кварц. Это специальное такое бесцветное прозрачное вещество, по виду напоминающее воду. И если ты покрываешь керамику вот этим жидким кварцем, то через пару дней после того, как он высыхает полностью, ты можешь использовать ее, керамику в смысле, как посуду нормальную. То есть можно в том числе в посудомойке, можно в микроволновке, по-моему, я насчет этого не помню. Но, в общем, просто обычное повседневное использование допустимо, и жидкий кварц, получается, создает тонкий слой, интегрированный в структуру керамики, и не пропускает влагу, жиры, кислоты внутрь структуры самой керамики. То есть, по сути, это выполняет функцию глазури, вот этого тонкого слоя кожи на керамике, который отделяет, например, еду от черепка. А черепок, как вы знаете, он очень любит впитывать в себя, абсорбировать все, особенно все, что влажное. И там, естественно, если черепок не покрыт ничем, заводятся бактерии, микроорганизмы, плесень и так далее. Это не гигиенично и даже опасно, такое использование. Короче, мы стали заказывать этот жидкий кварц сначала маленькими партиями, потом большими для своих производственных нужд, и все работало прекрасно. Но это все-таки Австралия, и доставка оттуда стоит много денег, и это сложно, таможенные органы постоянно смотрят, что это за химикат непонятный, прозрачный. И возникали большие сложности с этим. Плюс цена, это стоило очень дорого вместе с доставкой. Где-то около года у нас ушло на то, чтобы примерно разгадать формулу вещества и что за класс веществ вообще, с чем мы имеем дело. Это оказался относительно новый класс веществ, органические силиконы в их производных в наноразмере, в микроскопическом, настолько, что вот он проникает в структуру керамики и удерживается там на протяжении лет, годов, как это правильно сказать. В общем, мы смогли наладить свое собственное производство, и в первую очередь это было нужно для покрытия наших нужд. Мы покрывали свою собственную керамику, которую производили, и немножко начали торговать и продавать другим керамистам без особого на это нажима, просто как buy-side проект.
И так это и оставалось, но примерно год назад я подумал, что хотел бы дать новую жизнь этому начинанию и, во-первых, поделиться информацией про технологию и саму методологию, как такая керамика производится и почему это может быть интересно. Долгое время это был очень нишевый проект, но в прошлом году я решил вернуться к нему уже как к стартапу, потому что увидел в нем для себя личные интересы и потенциал в качестве проекта, который бы меня занимал в керамике. Вот почти год я уже нахожусь во френд-зоне разного рода акселераторов, инкубаторов и других элементов стартап-экосистем различных стран. Потому что сама идея сократить издержки производства керамики, заменяя глазурь и второй обжиг на один обжиг плюс пропитку вроде вот нашей No Glaze, это, во-первых, экономически эффективно, то есть вы в 2 раза, на 50% сокращаете потребление электроэнергии, если просто вы переходите на такого рода тип керамики, например. Это экологично, потому что сама пропитка производится, не нанося вреда окружающей среде. Нету выброса летучих веществ как в атмосферу, как при обжиге глазурном, политом. Хоть там и небольшие дозы и пропорции, но все мы знаем, что, например, лучше не находиться в комнате, где работает печь и идет глазурный обжиг. Вот. Глазури тоже бывают разные, бывают китайские, которые там я вообще не уверен в составе и происхождении. На эту тему как бы много можно спорить, но в итоге, так как есть такой способ, я его активно пушил и предлагал разного рода там программам. У меня есть даже подтверждение от Министерства инноваций одной из стран ЕС. Всем все в целом нравилось, мне говорили, большой молодец, очень хорошая идея, но денег не дадим, потому что рынок достаточно нишевый, он достаточно маленький и очень инертно в целом и амбициозно менять индустрию, как бы подход целой индустрии к производству tableware, то есть керамики утилитарной, функциональной, которая используется дома. Как какие-то проекты это возможно, но типа нет. Вы можете заплатить нам, приехать в нашу страну, локализовать бизнес, открыть производство и платить нам налоги, мы вам в этом поможем. Спасибо, но керамист в эмиграции обычно ищет от разного рода программ поддержки чуть-чуть другого. Вот, поэтому я начал искать возможности в программах поддержки искусства и ремесел в целом, и уже кое-что получается. В этом году я запускаю образовательные проекты по неглазурированной керамике для керамистов с опытом или для энтузиастов, которые в керамике хотят почерпнуть что-то новое, узнать какие-то новые подходы. Часть образовательных этих мероприятий будет проходить в офлайн формате, то есть вживую в городе Нови Сад, в культурном центре Скуп. Часть из них даже будет бесплатная, можно будет записаться бесплатно, поучаствовать в интенсиве. И также я планирую записывать образовательный контент на эту тему. Тема достаточно обширная и глубокая, поэтому это будут какие-то блоки, введения и углубления и так далее, потому что да. Вот. Буду рад, если вы подпишетесь на канал. Это, можно считать, вводное видео для канала, открывающее. Будут подкасты, будет образовательный контент. Поэтому присоединяйтесь.